В общем, спасибо большое отелю «Каталония», Гранд Доминикус. Мы отправляемся в другой отель. Ну что, теперь наступила вторая часть нашего обзора отелей «Каталония Роял Ла Романа» и «Каталония Доминикус». Мы уже сделали чекаут, сейчас будем делать чек-ин. Я предлагаю Карине пока что рассказать про бар, а я пойду расскажу, как происходит заселение в этом отеле. Итак, пока Саша заселяется, я немножечко расскажу про ресепшн и бар, который находится на ресепшене. В общем, в баре выставлены разные марки алкоголя, достаточно с сильным мировым именем. И Мартини, и Джим Бим, и Гранс. В общем, все эти бутылочки, я думаю, что нам с вами знакомы. Ресепшн достаточно маленький, он очень компактный, симпатичный, это правда. Много-много разных диванчиков, много стульчиков, но очень маленький. И знаете, что смешно? Здесь написано, что в связи с сами знаем чем, да, максимум 38 человек здесь могут находиться и держать дистанцию 2 метра. Так не получится. Этот ресепшн не создан для того, чтобы соблюдать вот такие вот требования. Но, в принципе, все приятно, очень медленно работает, если честно. Когда здесь собирается много людей, здесь очень громко. Еще момент по поводу бара. Если вы хотите, чтобы вам сделали коктейль с чем-то, что выставлено вот там вот сверху на полочках, вам нужно тыкнуть пальцем и сказать, что вы хотите коктейль вот конкретно, допустим, там с Контро или конкретно с Бейлисом. Потому что вот там вот снизу есть еще другие бутылочки, они гораздо скромнее, без всяких громких имен. И если вы не уточняете, какой именно алкоголь вы хотите в своем коктейле, то вам нальют с тем, что стоит вот там под прилавком. Это тоже будет вкусно, но, возможно, не то, на что вы рассчитывали. Ну что, друзья, не все коту масленица. Сегодня перед нами приехало несколько семей доминиканских, и вместо обычных 5 минут, которые мы тратим на заселение, мы просидели минут 40, наверное, в очереди, потому что здесь работает только одна девушка, и она вообще никуда не спешит, то есть они там сидят, что-то шутят, а мы на самом деле очень сильно спешим, потому что уже 2 часа дня и всего лишь 30 минут осталось до обеда, поэтому пойдемте попробуем ускориться. Вот уже какой-то дядька лезет передо мной в очередь. Ну что, мы заселились, вернее, получили браслетики. У нас почему-то это заняло гораздо меньше времени, чем у доминиканцев. Ну ладно, нам сказали, что есть 3 варианта, где можно сейчас пообедать. Есть в зависимости от дня недели. Значит, у нас есть ресторан Талоса, Си Блю и Белов. Наш номер 148 расположен на 1-м этаже. Здесь номера открываются карточкой, не браслетами. Так, прикладываем карточку, заходим. Эх, дверь очень тяжелая. Ну что, нас встречает шкаф, зеркало в пол и ванная комната. Со старту видно, что у нас здесь в шкафу висят халаты, есть тапочки. Халаты, знаете, из такого материала, как вот полотенца на кухне вафельные. Гладильная доска, утюг и, смотрите, какой серебристый зонт. Много вешалок, их достаточно. Так, здесь на полочках есть запасная подушка и сейф. Сейф включен в стоимость, в общем-то, все включено в стоимость, Wi-Fi тоже бесплатный по всей территории. Так, давайте пройдем с вами в ванну. Очень все светлое, все просторное. У нас здесь расширенный гигиенический набор. Здесь больше всего, чем в Каталонии Гранд Доминикус. У нас здесь шампунь, гель для душа, кондиционер, молочко для тела, а также шапочка для душа, там всякие ватные палочки, тампоны и набор для шитья. Многие из вас думают,
Зачем эта шапочка для душа? Кому она нужна? Я тоже так долго думала, но у меня есть, я нашла применение ей, очень интересный лайфхак, я потом покажу вам его. Вот. Точно так же, как и в Каталонии Гран Доминикус, есть стульчик. Я не вижу весов. Да, в нашем номере нет весов. Есть фен. Посмотрите, здесь нет той классной фишки, как в Каталонии Гран Доминикус, когда есть розетка на 110 вольт и на 220. Здесь есть только стандартная, ну и фен. Нормальный фен, достаточно мощный, вот такое вот зеркальце. Санузел раздельный, видите, отдельно туалет. Я отдельно хочу рассказать про душевую. Она двойная, если можно так сказать. Посмотрите, здесь два набора смесителей и насадки для душа двух сторон стоят. И вот эти вот штуки, тоже такая насадка с эффектом падающего дождя, их тоже две. Здесь есть маленькая полочка, но нет такой удобной ниши, в которой можно сидеть, как в Каталонии Гран Доминикус. Но все очень чисто. Пойдем с вами дальше. Здесь у нас мини-бар, кофеварка, чашечки, вода, ведерко для льда. Давайте посмотрим, что в мини-баре у нас. Смотрите, у нас здесь появилось пиво. У нас две баночки пива Президенты. Ну и пепси, вода, в общем, всякие прохладительные напитки. Мы переходим с вами в комнату. В принципе, по размеру она такая же, как и Каталония Гран Доминикус. Но, конечно, разница есть в интерьере. Здесь все в более таких спокойных тонах, бежевый, с такими вот бирюзовыми акцентами. Вот эти вот подставочки у подножия кровати уже тоже другие, такие стеганые. В общем-то, все смотрится очень симпатично, очень ухоженно. Плюс этого номера по сравнению с тем, в котором мы были, здесь гораздо больше розеток. Они универсальные также, и возле кровати вот так вот с одной и с другой стороны есть специальные USB-порты, куда можно подключать свои телефоны. Давайте пойдем, я покажу нашу террасу. У нас номер с видом на сад. И если вы наблюдали за нашими обзорами, часто вид на сад, это просто вид на отель, там, на дорожки, бывает видно на соседний корпус, на противоположный. Но здесь реально вид на сад. Вот эта балконная дверь, она, когда открыта, кондиционер в комнате выключается. Когда закрыта, кондиционер включается. Ну и, в общем-то, вот наша терраска. Здесь два таких кресла, столик и такая закрытая небольшая лужайка, как будто бы небольшой зеленый дворик прямо перед номером. Ну что, друзья, мы попросили показать нам самый классный номер. Оказалось, что он называется дуплекс. Наш номер называется Superior. Он двухэтажный. Здесь есть свой выход в бассейн. Несмотря на то, что это второй этаж, есть бассейн прямо на втором этаже. Это классно. Комната на первом этаже ничего особенного из себя не представляет. Есть диван, достаточно большой телевизор, есть рабочая область вот такая здесь со стульчиком. И телефон, кстати, беспроводной. Это классная опция. И выход к бассейну, свимап, можно там искупаться. Пойдем посмотрим, что у нас на втором этаже. Классно, здесь большие окна в пол, огромная кровать, я не знаю, наверное, это king size. Кстати, мы забыли рассказать, когда были в другом отеле Каталония Доминикус, у нас в номере тоже была вот такая вот стереосистема Sony. Я так думаю, что она, наверное, работает по Bluetooth. Ну а теперь пойдем посмотрим, что из себя представляет ванная комната. Ванная комната достаточно большая, все выполнено в светлых тонах. Я уже сходу вижу, что здесь выбор косметики гораздо больше, чем в Каталония Доминикус. Есть также сейф, он включен в стоимость. Есть гладильная доска, утюг. Так, здесь у нас туалет с биде. Кстати, в последнее время почему-то это редкость, но вот здесь, в Каталонии Royal La Romana, есть туалет с биде. Это плюс. И стандартная душевая. Она немножко, кстати, больше размером, чем в соседнем отеле. И она рассчитана на двоих, то есть здесь можно вдвоем сразу одновременно мыться. Одна из опций, которая нам была предложена для обеда, называется ресторан Terrace Snack. Мы сначала не хотели сюда идти, думали, что здесь только снэк-бар, но оказалось, что в обед он работает как ресторан а-ля карт. Здесь есть вот такой QR-код, где можно отсканировать меню.
сесть за столик, выбрать себе то, что понравилось, и вам прямо к столу это принесут. То есть буфета здесь нет, где бы можно было самостоятельно что-то накладывать. В ресторане «Терраса» такое небольшое меню, но достаточно разнообразное. Здесь есть и морепродукты, и гамбургеры, и вот такой овощной раб. И даже вот приносят такое прошутто с дыней. По понятным причинам мы не смогли заказать все меню, потому что мы просто не сможем все это съесть, но постарались взять максимально разнообразное, принесли быстро и выглядит все аппетитно. А как на вкус? Вкусно. На вкус вкусно, говорит Карина. Прошу обратить ваше внимание на это прекрасное море и чудесный фон, который сопровождал нас весь обед. Касательно еды. Все достаточно вкусно. Очень вкусные креветки. Вообще никаких претензий к еде нет. Единственное, что ее мало, порции маленькие, поэтому стоит, наверное, заказывать побольше. И еще один момент. Помещение, вот это вот, оно достаточно маленькое. И столиков в тени недостаточно. Многие столики выходят вот так вот и стоят на солнце. Я уже не говорю про это. Сюда я села просто, чтобы красивую картинку показать за своей спиной. Но, в общем, места в тени здесь мало. Но в то же время вкусно. Пиццерия «Тоскана» открыта с 11 утра до 2 часов ночи, абсолютно для всех гостей, вне зависимости от того, Каталония Роял или Каталония Гранд Доминикус. Здесь помимо пиццы можно найти кучу всего другого. Все, что есть в снэк-баре обычно, есть и здесь. И картошка фри, разные виды мяса, бургеры, фрукты, десерты. Ну и, конечно, пицца. И пицца вкусная. Вот у меня уже практически одни корочки остались на тарелке. Все основные отличия отеля Каталония Роял Ла Романа от Каталонии Гранд Доминикус сосредоточены вот на вот таком небольшом пятачке. Сразу при выходе с ресепшена здесь такая достаточно красивая зона. Не могу ее назвать суперуютной, потому что здесь не хватает, явно не хватает тени. Днем здесь очень жарко, но вечером очень красиво. Здесь как раз играет живая музыка по вечерам, очень красивая подсветка. Также сюда выходят номера, которые со своим выходом к бассейну, со свимапом. Есть здесь бар прямо в бассейне, тоже очень удобно. И также здесь есть два ресторанчика, оба они находятся на втором этаже. Вот который за моей спиной находится, там можно позавтракать, пообедать и поужинать. Который находится сразу напротив ресепшена, он работает не каждый день. И, как нам ребята сказали, что там еда очень красиво выглядит, но она такая немножко пресноватая. В зоне Каталония Роял Ла Романа на вот этом вот пятачке есть бассейн со своим свимап-баром, называется Би Аква. Здесь можно заказать коктейль, так как я на весь бассейн сейчас одна, бармен на той стороне, потому что там есть еще один барчик, называется Ла Исла. Но мы пошли туда, она сказала, что принесет сейчас мне сюда Маргариту. Вот тот бар Ла Исла работает с 10 утра до 11 вечера. А вот этот вот бар, они говорят, что постоянно работает. Но мы немножко сомневаемся в этом, потому что, допустим, про пиццерию нам тоже говорили, что она всегда открыта, но потом оказалось, что он до 2 часов утра работает. Но, в общем, я жду свой вкусный коктейль. Так, вот, у меня есть Маргарита. Класс, вкусно. Кстати, самая лучшая Маргарита вот здесь, из всего отеля. Я не знаю, с чем связано, но в этом бассейне вода прохладнее, чем в основном бассейне, несмотря на то, что основной бассейн намного больше. Но здесь такая приятная прохлада у воды. Как вы уже поняли, театр у отеля Каталония Роял и у отеля Каталония Доминикус один и тот же. Поэтому сегодня тот редкий случай, когда нам удалось посмотреть еще одно шоу, кроме Майкла Джексона. Сегодня здесь выступает цирк. Это тот же самый цирк, который мы с вами видели уже в отеле Occidental Punta Cana. Он переезжает там периодически по разным отелям.
Ну, достаточно такое интересное шоу, но мы уже увидели, поэтому решили сегодня уйти пораньше. Мы заметили, что в отеле Каталония Роял люди более внимательно относятся к своему дресс-коду на вечер. Не то, чтобы он здесь был более строгий, но как-то здесь люди, да, оделись, не знаю, покрасивее. Мы решили, да, с Кариной тоже соответствовать. Я позвонил предварительно на ресепшн, спросил, куда мы можем записаться. Преимущество Каталонии Роял, что здесь не нужно записываться за день до, можно записаться прямо в тот же день. Но, к сожалению, в момент, когда я звонил, человек, который мне отвечал по телефону, сказал, что все рестораны уже заняты. Поэтому будем пытаться куда-то сейчас с боем пробиться. Ну что, мы поужинали в ресторанчике Таласа. Мне очень понравился ужин, было все вкусно, мне понравилось то, что были морепродукты, была вот такой вот огромная сковородка с какой-то пастой в чернилах каракатицы, с креветками, кальмарами, кусками рыбы. И мы, в общем, сидели полностью довольны. Но тут мы встретили одних ребят, наших подписчиков, и они сказали, что это самый бедный ужин в этом ресторане за все 6 дней, которые они здесь отдыхают. И они говорят, что здесь постоянно лосось, что здесь там и бургеры какие-то вкусные, в общем, куча всего невероятно вкусного. И сегодня был, наверное, и самый скромный ужин. Но даже этот самый скромный ужин нам с Сашей понравился. Друзья, один момент, который я не совсем поняла. Я забыла маску. Такое случается, да, с каждым из нас. Вот, на входе в ресторан мне сказали, что за маской нужно идти на ресепшн. Не проблема, я пошла на ресепшн. На ресепшене долго-долго копались, и потом пришли и сказали, вы знаете, маски нет, поэтому мы предлагаем вам купить за $3 какой-то набор, там типа маска, санитайзер. И, ну, в общем, очень странно мне это показалось. Я даже написала жалобу. Вот. В целом все классно. Нам сказали, что снизу есть какой-то очень классный бар, в котором готовят умопомрачительные коктейли и вкусную маргариту. Это звучит как сигнал, это звучит как на старт, внимание, марш. Поэтому мы сейчас бежим в бар снизу пробовать коктейли. Здрасте. Так, ну что, оказалось, что это тот бар в лобби, в котором мы уже с вами снимали сегодня утром, в котором мы уже пробовали коктейли, но как бы нам предоставился второй шанс попробовать здесь коктейли. Слушай, реально вкусная Лонг-Айленд, кстати. А как маргарита? Очень вкусная и очень крепкая. Доброе утро. Всем доброе утро. У нас сегодня была, ну, не хочу сказать прям веселая ночь, но такая спокойная. Можно отметить хорошую шумоизоляцию с улицы и не очень хорошую шумоизоляцию с соседними номерами и внутри номера. То есть, если ночью кто-то пошел в туалет, то прям все слышно. Еще интересный момент. Тоже делимся лайфхаком. Вечером мы хотели заказать шампанское в номер, но нам сказали, что рум-сервис не доставляет алкоголь. Но мы нашли решение этому вопросу. В общем, можно вызвать рум-сервис и попросить, чтобы вам принесли фрукты. А потом человеку, который вам принес фрукты, можно дать $5 и попросить, чтобы он принес шампанское. Эта схема работает, мы с Сашей проверяли. И, к нашему великому сожалению, у нас уже дважды, да, были проблемы с рум-сервисом. Вчера, потому что не хотели приносить шампанское. Сегодня утром мы хотели заказать завтрак, нам говорят, вам надо было заказывать завтрак вчера ночью. То есть, если вы проснулись утром и не хотите идти в какой-то ресторан позавтракать, соответственно, у вас не будет опции заказать рум-сервис, потому что нужно об этом думать всегда заранее. Если честно, в этом отеле не очень приятные люди работают на ресепшене. С чем бы мы туда ни позвонили, всегда отказ, причем даже не пытаются как-то помочь. Клиент-ориентированность в этом отеле я бы поставил единицу. Вы знаете, создается впечатление, что отель сам не до конца определился, какой набор услуг и сервисов он предоставляет, и сам до сих пор не понял, что можно, что нельзя. Допустим, вчера мы заселялись, нам сказали, что в отеле Каталония Роял Ла Романа можно бронироваться в рестораны день в день. В отличие от Гранд-Доминикуса Каталонии, где нужно это делать с одного дня на следующий. Только вот, допустим, сегодня на завтра можно забронироваться. Мы специально уточнили этот момент. Нет, сказали, день в день можно бронироваться. В то же время встретили ребят вчера, они говорят, нет, нам сказали, что
точно так же, точно так же, как Гранд-Доминикуса, можно только сегодня на завтра бронироваться. Короче, куча каких-то условий, и ты совершенно не знаешь, как их соблюсти для того, чтобы получить то, чего ты хочешь. Я вчера рассказывала про шапочку для душа, помните? О том, что ее редко кто использует по назначению, и они часто так и лежат. Но сейчас я покажу, чем она может быть полезна. Не знаю, как у вас, но я часто, когда собираюсь из отеля, мне катастрофически не хватает пакетов, в которые я могу поскладывать там отдельно грязные вещи, допустим, отдельный пакет для обуви еще, естественно, несколько пар. Вот. И тут на помощь приходит кепочка для душа, смотрите. Оп, мы берем наши ботинки и натягиваем. Все. Прикрыли подошву, обувь, можно складывать в чемодан. Каждое утро в отеле начинается с причесывания. Вот видите, прямо сейчас сзади нас натирают окна, моют дорожки, поливают, чистят. В общем, в отеле очень-очень чисто и очень ухоженно. Притом это касается и Гранд-Доминикус Каталонии, и Каталонии Ла Романа. Завтрак в ресторанчике Тасала, по-моему, так он назывался, там было вкусно. Единственный минус, как по мне, существенный. Там очень узко, мало места, а людей голодных много. И получается такая толкучка, все хотят побыстрее взять еды, да и уйти, уже поесть. Блинчики там подавали. Блинчики вкусные, но, допустим, блинчики в буфете Гранд-Доминикус Каталония были вкуснее, правда вкуснее, поэтому советую пойти и попробовать блинчики там. Ну, а также нам сказали, что в ресторане Террас на пляже подают бейглы с лососем и яйца Бенедикт, и, конечно же, у Саши все загорелись глаза, и мы побежали туда. Сейчас Саша будет все это есть, в нас уже не влазит, мы пьем коктейли, и, в общем, Александр, ждем твоего резюме. Я могу смело рекомендовать приходить на завтрак именно вот в этот ресторанчик «Терраса», который называется, потому что, во-первых, он с замечательным видом на Карибское море, во-вторых, здесь потрясающие вкусные бейглы с сальмоном и также яйца Бенедикт с правильной прожаркой, когда режешь, прямо вытекает желточек, в общем, все как нужно. Отсюда мы прямо попадаем на прекрасный пляж отеля «Каталония Роял». Здесь есть отдельное место на пляже для гостей именно Рояла, отдельно от гостей, которые живут в Гранд-Доминикус. Отличается цветом лежаков. На некоторых лежаках есть вот такие мягенькие подстилочки, есть вот такие большие красивые балийские кровати. В общем, пляж шикарный, можете посмотреть, какое красивое море карибское, лазурное. И еще, кстати, один из интересных моментов, я бы отнес это к преимуществу, то, что в этом отеле всегда есть свободные лежаки, в отличие от других соседних отелей, где люди приходят там в 6 утра, занимают лежаки полотенцами. Здесь так делать не нужно, потому что лежаков более чем достаточно. Сама пляжная линия достаточно широкая, есть ограничения в море для того, чтобы не заезжали там сюда лодки, то есть, в принципе, купаться здесь безопасно. Глубина не очень большая, но достаточная для того, чтобы комфортно можно было плавать. Сейчас мы находимся в пляжном баре, который называется Суши-бар. Пока что суши здесь нет, они появляются где-то с 12:30. Он работает до вечера, сюда можно прийти, в принципе, в любое время, как за коктейлями, так и покушать суши. Здесь представлено несколько видов рома. Вот, это Бругаль, Барсело здесь нет. Самый классный Бругаль – это вот этот, Легенда, рекомендую, если вы пьете его в чистом виде. Если мешаете в коктейль, то, в принципе, особой разницы вы не почувствуете. Но вот, например, этот XV или 15, да, он чуть-чуть получше, чем Анехо. И Бланко – это, соответственно, самый простой, он, как правило, идет в мохито. Как можете видеть, здесь есть две полочки. Нижняя полочка – та, которая доступна гостям категории Royal, и верхняя полочка только для гостей категории Exclusive. Здесь так называется местный Vacation Club или
как мы с вами все знаем, это таймшер. Вам обязательно здесь будут подходить и предлагать купить, но, как мы все с вами знаем, это, в общем, деньги из воздуха. У Каталонии Royal La Romana есть вот такой вот бассейн. Там в одном углу джакузи, в другом углу гидромассажная ванна, она сейчас выключена. В принципе, этот пятачок такой достаточно компактный, как и вся территория Каталонии Royal La Romana. Она отличается от Каталонии Гран Доминикус в первую очередь корпусами, здесь они называются виллы. Если у Гран Доминикуса виллы такие разноцветные, синие с белым, здесь более выдержанные, более современные, такие более лаконичные, в теплых пастельных цветах. Территория очень ухоженная, как я уже говорила. Здесь не особо там ходят никакие ни птички, ни фламинго, только прыгают вот эти вот галки наглые, которые выдирают еду из тарелки. Но в то же время есть очень много таких милых закутков. Такое ощущение, что отель создан для того, чтобы в нем фотографироваться. Это инста-отель, можно так сказать. Здесь есть отдельные уголочки, где можно посидеть, почитать книги, где можно поваляться на гамаках. Просто фотозоны для влюбленных. Ну, в общем, в целом создается очень милое впечатление. Посмотрите, в каком очаровательном месте мы сейчас находимся. По-испански это место называется Виверо. Мы его называем оранжерея или ботанический сад. Здесь растут всякие разные растения, какие-то редкие виды пальм, орхидеи, цветы, кактусы, алоэ вера. Мы ужасные ботаники, мы не знаем вообще названий всех этих растений. Не все они еще пока что промаркированы, не везде есть таблички, но их здесь выращивают, и здесь много разных, здесь прекрасно, потрясающе пахнет цветами, здесь тени и немножко прохлады. Я уверена, что наш гид по Санто-Доминго и по окрестностям Доминиканы Виктор знает название всех этих растений, ну а мы просто можем показать вам, как здесь красиво. На обед мы пришли в ресторан, который открыт только для гостей Каталония Royal La Romana. Он называется Beloved. Обратите, пожалуйста, внимание, что сюда нельзя приходить в купальниках. Также там есть значок, что сюда нельзя приходить в шлепках, но что мне кажется, это сомнительно, потому что мы все в шлепках. Но главное, нельзя приходить в мокрой одежде. Ну все, пойдем посмотрим, с чем тут угощают. На входе нужно просканировать меню. Если полистать в меню, здесь есть отдел, где написано даже по-русски описание блюд. И некоторые из них звучат очень мило и даже как маленький рассказ. Вот, допустим, тонкие ломтики сочного говяжьего филе с помидорами черри, ракетами и пармезаном купались в оливковом масле. Также есть свежий микс из салата, огурца и такуан с мясным ассорти с филе и хрустящие треугольники вонтон, одетые васаби-винегретом. Так, на основные блюда у нас хрустящие, нежные жареные свиные ребрышки купаются в соусе из барбекю в сопровождении картофельных клиньев. Убедили, беру. В общем, я рекомендую почитать название и описание, просто потому что они очень милые. Ну что, обед прошел, я считаю, замечательно. Мы взяли, как всегда, по максимуму. У нас был и лосось, и бургер с тунцом, хрустящие ребрышки, которые купались в соусе, и Толик взял себе стейк говяжий. Все было очень вкусное, все было свежее, абсолютно никаких нареканий. В общем, смело можем рекомендовать. Ну что, дорогие, мы все сказали и показали про отели Каталония Гран Доминикус и Каталония Royal La Romana. Мы сунулись в каждый уголочек, даже туда, куда нас не просили и не пускали, и сделали максимум для того, чтобы показать вам оба отеля, и для того, чтобы вы сумели увидеть разницу между одним и другим отелем. Я со своей стороны хочу сказать, что мне все понравилось. Есть, конечно, нюансы. Они есть абсолютно в любом отеле, какой бы вы ни выбрали, поэтому универсальная рекомендация для всех, кто собирается в Доминиканскую республику. Не ищите минусов, настройтесь на классный позитивный отдых, приезжайте, кайфуйте, отдыхайте, наслаждайтесь прекрасным морем, прекрасным солнцем, радушием доминиканцев, фруктами, морепродуктами и всем остальным. Конкретно про отели я бы хотела сказать, что вот Каталония Royal La Romana
скорее выглядит как какой-то апгрейд Каталонии Гранд Доминикус. Это не совсем выглядит как полноценный другой отель. Там очень сжатая территория. И преимущества, которые дает Royal, они не так уж и велики. К примеру, это другие номера, другие корпуса, раз. Во-вторых, пятачок отдельный, который вход только Каталония Royal, там жарко, просто капец. И есть рестораны, в которые может ходить только Каталония Royal. Я согласна, что питание там выше качеством. Там больше деликатесов, больше морепродуктов, постоянно креветки, лосось. Но в целом оба отеля делят, по большому счету, одну и ту же территорию. Выбирать вам. Мы с Сашей заметили, что персонал в Каталонии Гранд Доминикус гораздо более душевный и теплый, нежели в Каталонии Royal. У Royal очень высокомерный ресепшн. Они делают, вернее, не делают много вещей, просто такое ощущение, что просто так, просто потому что. Более того, ресепшн, который рассчитан вроде как на 38 человек с дистанцией 2 метра, как я рассказывала, не может в себя вместить такое количество людей. Это раз. Во-вторых, на ресепшене сидит либо один ресепшонист, либо два. Это катастрофически мало, потому что заезды сейчас в этот отель достаточно большие. Большое спасибо за просмотр. Пожалуйста, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, если все понравилось, или дизлайки, если не понравилось. Только напишите тогда в комментариях, что именно не понравилось. И также пишите, на какой отель снять следующий обзор. Да, у нас за спиной написано «Би Каталония», и судя по этому отелю, это значит быть классным, быть дружелюбным, быть вкусным и быть гостеприимным. Поэтому всем «Би Каталония». До встречи в следующем отеле. Пока-пока.